Те, кто поняли, откуда эта ссылка, пишите в комментариях. Ребятки, биточек пробивает новую вершину 118 тысяч долларов. Просто посмотрите на этот елдак. Как всегда, шортистов наказали. 1 миллиард ликвидаций, пожалуйста. И как мы видим, биток у нас часто двигается импульс, проторговка, импульс, проторговка, импульс, проторговочка. Моя цель на этот бычий рынок это 120 тысяч по BTC. То есть совсем скоро мы достигнем моей цели. Дальше мне будет абсолютно насрать, что происходит с биткоином. Потому что, во-первых, я его не продаю, потому что мне неинтересно продавать в фиатную валюту, которая обесценивается. Во-вторых, просто типа 120к это как раз таки вот трендовая линия, которая у нас длится очень много лет. Очень много лет. Через прошлое, через те вершины. Поэтому как бы вот так вот и да, вот такую цель я поставил сюда, вот 120к. Думаю, что нормальная такая цель. Да, можем еще выше полететь, опять же, мне не интересно. Мне не интересно. Мне интересно вот это вот. Эфирчик по 3000. О май гад. И опять же, эти все вот зарисовки я давно показывал. У меня на канале есть видос, биток летит на 120к. Причем этот видос, ну, подобное видео я снимал не один раз. Не один раз. Уже полгода назад я говорил, что у нас биток идет на 120к. Вот, по эфирчику тоже говорил про манипуляцию. Я говорил, что будет манипуляция. Уровни помечал, откуда можно заходить в лонг. Просто смотрите на мои профиты. Сюда, раз, оформляем биточек, раз. И эфирчик оформляем, два. Когда вот все говорили, что война, все, пошлины, хана рынку, я заходил в лонги, потому что новостной шум, он отвлекает вас от реальных дел, от прибыли. Поэтому сейчас что делать с рынком? Многие задаются, блин, все летит, а я там не в позиции, сейчас в лонги зайду, лонгану, как лонгану, так лонгану. Ребята, мы находимся на хаях, что по эфиру, локальный хай, локальный хай. Здесь, кстати, имбаланс есть, который можем заполнить, опять же. Цель это было помечено 3100, 3200, вот сюда, я думал, мы придем, если какая-то будет подторговка, потому что у нас здесь очень такой плотненькие уровни, объемы собраны, поэтому можем под ними поставить, поторговаться. Биточек мы, во-первых, на хаях, тут нет ни уровня, ничего, поэтому он как бы иррационально может лететь куда хочешь. Тут как бы цели сложно ставить, опять же, 120к. Но сейчас не стоит заходить в лонги. Рынок может вырасти? Может. Но, ребят, те, кто заходит на хаях, катаются потом на, вы поняли на чем. Поэтому как бы заходить в лонги очень опасно. Лонги можно брать на откатах. Допустим, эфирчик, да, сейчас помпанется сюда, 3100, 3200. И на откате вот к этому уровню, допустим, либо к уровню там 2800, 2900, отсюда можно брать лонг. То есть сейчас заходить очень рискованно. Вы уже заранее в проигрышной позиции. Я давал кучу лонгов. Hyperliquid, бам, Чиназус, Иена, бам. И куча альтов давал в криптобазе. То есть в закрытом сообществе моем, те, кто там как бы вступили туда, они уже находятся в профите, потому что я про все эти уровни говорил, показывал все эти уровни, куча уровней. Нир, пожалуйста. Сегодня Usual выстрелил, тоже показывал этот уровень. Где Usual мой? Вот, на 16% улетел. Вот уровень, пожалуйста. На пробой заходим, забираем профит, котлетку забираем. Нормально действуем. Далее, что у нас еще? Очень много лонгов показывал. Dodge, пожалуйста, почти до take профита дошли. PP, пожалуйста, почти до take профита дошли. И эти все сделки я давал в приватном сообществе криптобазу в своем. Поэтому те, кто как бы вступили, они зарабатывают. Aptos давал, публично давал сделку по Aptos. Публично. Каждый мог зайти и заработать как бы. Вот, публично давал в своем открытом телеграм-канале Bendy Gang. Как бы заходите, тоже подписывайтесь. И много других альтов, которые я давал на пробои. Очень много пробоев. Сеи просто там ракета, пушка, петарда, ракета летит. Далее, что у нас еще есть? SPX, пожалуйста. Core, пожалуйста. Вышли с уровня, сделали ретест и пробились дальше. И очень много лонговых позиций было, очень много. MNT, то же самое. Пожалуйста, сюда, распишитесь. И знаете, самое интересное, что в этом рынке ты начинаешь зарабатывать тогда, когда ты перестаешь гоняться за деньгами. Если вы гоняете за деньгами, вот я сейчас там заработаю, мне нужны бабки там завтра, чтобы оплатить что-то, вы вероятнее всего сольете, потому что вы торгуете на эмоциях. Те, кто торгует на том, что им нравится торговать, на то, что они понимают, как устроен рынок, как устроены манипуляции, как это все работает, у них получается зарабатывать. Опять же, те, кто гонится за деньгами, вероятнее всего они потеряют все бабки. По доминации BTC что мы видим? Мы видим такой вот слив опять очередной. И пока что рано говорить об альтсезоне, но при этом я вам покажу очень классный график. Эфириум BTC, мы уже более 80 дней находимся в восходящем тренде, то есть было здесь вот поставлено дно, и сегодня текущий день, 81, да. 81 день мы находимся в восходящем тренде по отношению эфириума к биткоину. Это очень позитивный фактор, но на дистанции, то есть у нас эфириум сильно не развернется к битку там просто одной палкой и полетит. Нет, это дистанция, на дистанции будем постепенно разворачиваться, эфириум будет больше расти, чем биткоин. И это будет способствовать росту альткоина, допустим, те же альты на эфире, вот LDO-шечка, да, LDO-шечка, правда, пока что она слабо себя чувствует. Но опять же, кстати, вот по LDO-шечке тоже вот профит был, забрали, пожалуйста. Поэтому такие вот альты на эфире, они тоже будут потом за эфиром расти. Вот, Онда себя чувствует просто прекрасно.
Кстати, вот тоже take profit по Ondo, пожалуйста, чина здесь. И, кстати, еще одна мысля на сегодня. Никогда не шортите сильные активы, не надо. Ondo, Hyperliquid, биткоин. Сильные активы не надо шортить, ребята, вас просто смоет с этого рынка. Вот тот же Джеймс Вин, он решил пошортить биток, и его просто смыло. Потому что сильные активы на объемах, ну, как бы слабенький объем заходит, но все равно, на объемах не надо шортить, потому что вы не знаете, насколько рынок может быть иррациональным, насколько эта палка может дальше вырасти. Если бы тут были какие-то уровни сопротивления, что-то было понятно, да, можно было бы там заходить от уровня. Но когда такой сильно растущий тренд, лучше не шортить, лучше подождать, зайти на откате там каком-то шорт. Либо при подтверждении слома локального тренда шортить, допустим, до какого-то там, на перекрытии баланса. Чем-нибудь такое. Но просто залетать, потому что биток сильно вырос, поэтому он упадет. Это максимально тупо. Вот таких людей здесь залетало, здесь залетали, я блогеры видел, писали шорты. Вот здесь вот залетали в шорты, пожалуйста, залетели в шорты. Здесь залетали в шорты, пожалуйста, залетели в шорты. Ребята, не надо шортить сильно восходящий тренд. Это заканчивается очень плохо. Я сам шортил биткоин, признаюсь честно, ложу руку на сердце, признаюсь честно, шортил биткоин. Но я заходил с маленькой долей депозита, и я фиксанул. Я как раз таки здесь вот шортил на 112, на 111 600 я заходил, 111 600, и где-то здесь вот чуть-чуть зафиксировал позиции, чуть-чуть, то есть фиксанул там 25% позы. Стоп поставил, ну, чуть ниже опустил, то есть у меня стоп где-то был 115к, 115к у меня был стоп, и я его опустил потом вот сюда, и меня выбило по стопу. Я потерял там, ну, буквально копейку, я чуть-чуть забрал профита и потерял копейку на шорте, все, больше не заходил. Я понял, что лучше так не делать, и перестал делать. И вы тоже лучше не шортите восходящие тренды. Заканчивается очень плохо, ребята, не надо так делать. По альтам мое мнение не меняется. Мы по многим альтам сформировали восходящие тренды. Посмотрите, вот минимум был поставлен. Далее у нас high-low повышается структура. Low тут. Хаи тоже high тут повышается. То есть постепенно мы идем в восходящую тенденцию. И по многим альтам уже видно развороты. DYDX тоже. Ну, DYDX пока слабоватенько, конечно. Здесь вот слабоватенько еще. Нужно хотя бы вот за этот уровень выходить. И вот при пробитии этого уровня 82, 72 мы уже можем идти вот сюда, к этому следующему уровню. А потом уже идти вот сюда вот. Поэтому, типа, те, кто усредняются, опять же, ребят, никто не знает, где дно. Вы покупали здесь, усреднили здесь, докупили здесь, купили здесь, купили здесь, и вот где-то средняя точка находится вот здесь вот. То есть вам, чтобы выйти в безубыток, нужно, давайте посмотрим, сколько процентов роста. Чтобы выйти вам в безубыток, вам нужно еще там 118% роста. Все, вы находитесь в безубытке здесь. Дальше у вас уже будет профит идти. А те, кто просто купили по хаям и сидят, ждут альт-сезон, они, естественно, будут очень долго ждать, когда у них позиция выйдет в безубыток, и потом еще ждать, когда там она выйдет в профит. Поэтому те, кто работает по DCA, усредняются, постепенно докупают позиции, они находятся в заранее выигрышной позиции. Лично я так поступаю, я постепенно докупаю альты, которые меня интересуют. На данный момент на этом роте я ничего не покупал, потому что я буду заходить от отката. Если будет какой-то откат, то я буду заходить. Опять же, у нас очень много уровней, то есть, допустим, вот уровень, да, по LD-шке, давайте посмотрим, как торговать. Вот уровень, да, если мы выходим за него, закрепляемся, делаем ретест, закрепляемся, вот как здесь было, видите, вышли, закрепились, сделали ретест, вот свечка, тень свечки, сделали ретест уровня, пошли выше. Точно так же здесь выходим, делаем ретест, закрепляемся выше уровня, идем дальше вот сюда. Вот здесь у нас следующий уровень, дальше этот уровень, закрепляемся выше него, делаем ретест, идем дальше вот сюда, к этим вот хаям. И так можно отторговывать позицию, то есть локальные вот такие движения можно спокойно забирать. Это максимально, пробой уровня, это супер легкая стратегия, которую даже человек, который только пришел в рынок, он может торговать. Видим уровень. Что значит уровень? Это значит, что там большое скопление ордеров на продажу. И когда мы сюда постоянно подходим, эти ордера срабатывают и нас как бы опускают цены. И рано или поздно эти ордера закончатся. А еще есть шортисты, которые каждый раз при приходу к уровню начинают шортить, потому что как бы, ну мы один раз пришли, значит упадем, второй раз пришли, значит упадем, третий раз пришли, значит упадем, четвертый раз пришли, ликвидация, пожалуйста. Ликвидация — это принудительная покупка. Когда ликвидируют шортистов, здесь вот собрано большое количество ликвидности, когда ликвидируют шортистов, это принудительная покупка. Это толкает еще цену выше, и поэтому мы летим импульсами. Вот опять же, пример usual. Отличный пример, как можно вот на ликвидациях улететь. То есть эти все вот ликвидации, это полет, вот так вот называется, в космос. То есть от уровня, если вы заходили от уровня, вы бы забрали сейчас вот 26%. Это только на споте. Плюс плечо там 20, 30, не знаю, с каким плечом торгуете. Ну это просто супер профит. Поэтому, ребята, торговать от уровней — это одна из самых беспроигрышных стратегий. Да, бывают ложные пробои, как здесь, видите, вы бы зашли от уровня, вас бы смыло, но опять же для этого существуют стопы. Заходим от уровня, стоп ставим за последний лоу устал. Если по стопу ушли, отлично, зайдем в другой раз. Вот, и таким образом, чем больше касания уровня, тем выше шанс пробоя. Это максимально простая стратегия, которую торгуют трейдеры, которые давно в рынке, они постоянно торгуют пробой уровня, потому что это супер понятная стратегия. Вот, тот же, допустим, торговля от уровней. Вот есть уровень поддержки, уровень сопротивления. Уровень сопротивления пробили, сделали его ретест, у нас образовалась поддержка. От поддержки заходим в лонг.
Почему это работает? Потому что у нас скоплено, опять же, большое количество ликвидности, и рано или поздно эту ликвидность собирают, сбривают стопы шортистов, и на ликвидации происходят такие вот росты. Также у нас объем заходит, у нас идут покупки, и поэтому, допустим, до ближайшего уровня, вот отсюда, можно там полонговать, допустим. Вот, это максимально простые стратегии, которые понятны новичку. У нас есть сопротивление, пробили сопротивление, от поддержки можно зайти. Все, ну ничего не надо придумать, уже все за вас придумано. И такие вот стратегии можно торговать. Опять же, я делюсь постоянно полезным контентом, поэтому обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ставьте видосику лайк. Подведем итоги по этому видосу. У нас биткоин на АТХ, заходить в лонги не стоит, в шорты тоже как бы опасно заходить. Даже если вы хотите зайти в лонги, то заходить только на откатах. То есть есть какой-то уровень, пробили уровень, подошли к нему на откате, оттуда можно брать лонг. Опять же, торгуйте с стопами. Если вы будете усредняться, там, с усреднением торговать, тоже большая вероятность, что вас просто вынесет. Потому что есть разные стратегии торговли, да, можно с усреднениями торговать, но большинство не умеет торговать с усреднениями. Опять же, если вы шортили биток с усреднениями, тут зашли, тут усреднились, тут ликвидация. Все. Да усреднялись, пожалуйста. Поэтому с усреднениями тоже будьте очень аккуратны. Я с усреднениями не торгую, раньше торговал, понял, что это херовая тактика и перестал торговать. Поэтому как бы каждый выбирает свою стратегию, но я лично решил торговать без усредок. Короче, всех поздравляю с АТХ по битку. Летим дальше, как бы говорится. Эфир, я думаю, тоже у нас порадует очень сильно. Вот, потому что эфириум, его так сильно поносят, и мало кто его покупает, а фонды при этом затаривают его сумочками. Поэтому, вероятнее всего, такие активы, которые не верят, они потом показывают самое большое количество иксов. У меня, опять же, цели по эфиру, я уже их показывал много раз. Это вот самая такая минимальная цель, это 7-8 тысяч долларов. Ну и там 10-12 дальше вот туда как бы. В то направление, то есть эфир больше 10к, у меня цель на этот альт-сезон. Такие вот мысли, как бы мои цели не меняются, что здесь, не важно, мы просто находимся в проторговке, и тут происходит отбор позиций у ритейла, у тех, кто не умеет держать, у пепперхендов, которые не умеют держать позиции. А крупный капитал себе набирает, биткоин набирают до сих пор, хотя мы на хаях, и у нас нет до сих пор крупных продаж от тех, кто владеет большой эмиссией битка, поэтому как бы еще рано говорить о том, что бычий рынок закончился. И тоже как бы не стоит сильно там, во-первых, эмоции всегда убивают. Ребят, учитесь, постоянно обучайтесь. Эмоции в рынке, рынок вообще построен за счет эмоций, за счет страха и жадности. Сейчас у людей будет фома, они будут по хаям залетать, их будут ликвидировать с большими плечами, потом на откатах заходить, там будут ликвидировать лонгистов, шортистов, будут бритвы в разные стороны. Поэтому очень аккуратно, с холодной головой подходите к рынку. Не нужно там смотреть в чате, как там блогер что-то написал, значит я тоже так зайду. Нет, думайте своей головой, обучайтесь, и тогда у вас будет все отлично с денежками в кармане. Короче, такой вот видос получился. Надеюсь, он был вам полезен. Влепите ему лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, смотрите другие ролики. Все полезные ссылки в описании на криптобазу, на биржи, на которых я торгую, и разные другие. Поэтому переходите, ныряйте в описание, ознакомливайтесь. Но мы с вами увидимся в следующих видосиках. Всем пока!